Друзья, всем привет! Вы хорошо знаете, что на территории Англии и Великобритании огромное количество замков или руинов от них, история которых исчисляется столетиями или даже тысячелетиями. И сегодня мы в одном из таких мест. Правда, это место на самом деле особенное. Оно просто восхищает и поражает своим величием, своей живописностью, историей. Сегодня мы в замке Корф. Замок Корф находится в графстве Дорсет на юге Англии. Само название замка достаточно интересно, потому что Корф с древнеанглийского на современный английский переводится как карф, то есть что-то вырезать, что-то разрезать. И название это обусловлено географически. Замок находится на холме, который появился после того, как две реки промыли горный хребет. И получился холм. На этом холме в итоге построили замок. Замку Корф уже 1000 лет. Он был построен еще в XI веке, вернее заложен в XI веке Вильгельмом Завоевателем, как признак его власти, его силы. У этого замка было очень стратегическое значение. Он был, так скажем, звеном в цепи замков, построенных вдоль побережья Английского канала. Этот замок позволял предупреждать любые атаки и опасности, идущие с берега. В XII веке в замке была построена очень важная его часть, называется The Keep, мы вам позже ее покажем. В XIII веке начинается очень интересная история замка, когда Англией правил король Джон, или в русскоязычной истории это король Иоанн. В это время замок стал и в том числе резиденцией королевской, а также он был тюрьмой для королевской семьи, для членов королевской семьи, а также для политзаключенных. После этого, вплоть до второй половины XVI века, замок находился во владении королевской семьи, пока королева Елизавета I не продала его своему фавориту Кристоферу Хэттону. В итоге этот замок потом был выкуплен семьей Бэнксов, у которых он и оставался до XVII века. В XVII веке наступило тревожное время в Англии, это гражданская война между королем и парламентом. Замок дважды осаждался, и в итоге он был взят, после чего он был подорван, к сожалению, и в результате чего он принял вот такой разрушенный, грустный вид. Ну что, после этого краткого обзора пойдемте с вами в замок. Мы уже находимся, скажем так, во внутреннем дворике. Сейчас мы его вам покажем. Вот там находятся главные ворота. Из главных ворот идет тропинка через открытую площадку. На этой открытой площадке в древние времена, когда замок был активным, работали разные ремесленники,
возможно, находился какой-то скот. В общем, это вот такое вот хозяйство, прилегающее к замку. Мы видим разрушенные ворота. Это уже второй как бы дворик. Мы пойдем туда дальше. Вторая линия обороны. И выше уже находится цитадель. Донжон по-русски это называется. Это самая главная, самая защищенная часть замка. Интересность этого замка заключается еще в том, что это один из самых первых замков в Англии, который был изначально построен из камня. В XI веке, когда этот замок только построили, замки в Англии преимущественно строились из древесины и из земли. То есть наваливалась земля, получался валун, да, и таким образом строилась крепость. А этот замок изначально был каменным. И это показывает очередной раз, насколько важным он был в своем значении. У замка было стратегическое значение, точнее, у него, можно сказать, было 3 предназначения. Предназначение номер 1 – это оборонять береговую линию. В те времена всегда существовал риск войны с Францией, войны вот с европейским континентом, скажем так. Поэтому было важно выстроить такую линию обороны, чтобы всегда можно было быстро реагировать и задержать захватчиков, если они все-таки высадятся на остров. Во-вторых, этот замок охранял торговый путь. Рядом находится город Суонич. В древние времена это был очень важный порт. Через этот порт велась торговля. И этот замок стоит прямо вот на торговом пути. И третье значение этого замка – это для хранения. Хранение оружия, хранение припасов. Опять же, когда надо обороняться, чтобы это все с собой не таскать, обычно такие вещи хранились в замках. Вот как раз мы с вами подходим, перед нами очень, так скажем, высокая постройка, самая высокая часть здания, когда-то, да, самая высокая часть здания. Она называется The Keep, самая защищенная часть замка. Как правило, здесь хранились какие-то драгоценности. В случае нападения королевская семья могла прятаться здесь, а также здесь, конечно же, заключали самых опасных или важных заключенных. Эта башня была на самом деле очень высокой. Она была высотой 21 метр, и стоит она на холме, высота которого 55 метров. И в итоге ее было видно за мили. А вот эти ворота хранят историю гражданской войны. Если вы присмотритесь, вы увидите, что левая часть ворот как бы ниже, чем правая часть. Когда ворота взрывались, подрывались, то, по сути, левая сторона башни, левая сторона этих ворот просто обвалилась вниз. И поэтому она находится ниже. Вот особенно с этой стороны очень хорошо виден разлом. Как Таня уже упомянула, во время гражданской войны, после уже того, как она закончилась, было принято решение замок этот разрушить, так же, как это делали с многими другими замками в Англии. Зачем все это взрывалось, спросите? Очень просто, потому что боялись, что, возможно, конфликт этот когда-нибудь возобновится снова, и чтобы не надо было осаждать кучу всяких крепостей, они просто решили их все разрушить. Так что вот так вот. Никто тогда не думал ни о каком культурном наследии или историческом. Мы заходим во второй внутренний дворик этого замка, и впереди нас ждет очень интересная его часть, которая связана с правлением короля Иоанна или короля Джона. Но начнем по порядку. Король Иоанн правил Англией в XIII веке, и при нем этот замок очень преобразился, была построена очень важная часть замка, мы чуть позже ее покажем. Чем знаменит Иоанн в истории не только Великобритании, но и во всемирной истории? Именно при Иоанне была подписана та самая Магна Харта или Хартия вольностей. Документ, который имеет очень важное значение в западной культуре, потому что это был первый документ, который ограничил власть монарха и заложил основу Конституции, потому что именно в этом документе впервые говорилось о правах человека, о равенстве прав, о верховенстве судебной системы. Частной собственности. Частной собственности. Вот. В общем, да, на самом деле короля Иоанна не очень любят в английской Историографии. историографии, да, но тем не менее
Он очень, очень важный вклад внес. Пойдемте дальше. Мгм. Пока мы подходим к тому интересному месту, которое мы упомянули, немножко предыстории. У короля Иоанна был соперник, претендент на престол, принц Артур Британии. Король Иоанн, как вы, наверное, догадываетесь, довольно быстро с ним расправился, устранил его. Но у этого Артура была сестра по имени Элеонора, которую Иоанн взял в заложницы и поселил в этом замке. Именно здесь находилась башня и домик, в котором жила Элеонора. Мы вам сейчас покажем. Именно в этой части замка жила Элеонора. Она была заложницей, но жила она, конечно, по-королевски. Ей обеспечили самые комфортные условия. Элеонору схватили не одну, а с 25 рыцарями. И рыцарям повезло меньше, чем Элеоноре. Они жили в башне, как настоящие заключенные, соответственно. И после одной из попыток сбежать, их поместили или сбросили в такую часть замка, которая называется Ублие. По сути, это забытая комната, яма, называйте это как хотите. Погреб. Да, или погреб, откуда есть выход только сверху. То есть пускали их, как правило, по веревке, и выхода обратно не было. Там про них забывали, их не кормили, и они погибли. Никто больше этих рыцарей, соответственно, уже не видел. Вот Такие вот методы не очень гуманные. Да. Вот мы немножко прошли с этой тропинки, мы прошли дальше. Здесь находился дом, в котором жила Элеонора, а вот тут находилась башня, в которой жили рыцари. Тот погреб, я так понимаю, что уже либо закопан, либо, его уже больше нет, здесь нет никакой дырки в земле, но история, конечно, абсолютно жуткая. Пойдемте дальше. Сейчас будем с вами подниматься к цитадели, на самый верх замка. Смотрите, обрушилась часть стены и прямо упала вот так вниз. Страшно даже представить, как это все выглядело, когда это все разрушали, да? Как здесь все, наверное, просто это грохотало. Да, говорят, что когда произошел взрыв, для некоторых очевидцев, которые жили тогда в соседней деревне, им показалось, что случился конец света. Настолько это было страшно, мощно, как будто бы землетрясение. Для своего времени этот замок можно считать чуть ли не небоскребом. Он был в 23 метра в высоту, и при этом стоял на холме, который сам был 55 метров в высоту.
Можете представить в XI веке такое сооружение. Стены у этого здания, вот можете посмотреть, вот упавшая стена до 3 метров в толщину. Что опять же для времени, когда строили замки из древесины и просто земляных валунов, это, понимаете, это что-то особенное, экстраординарное. Вообще вот сам этот по-английски keep, да, вот центральная часть, она строилась 8-9 лет, приблизительно 2-3 метра в год. Вот такими темпами они все это строили. Обуславливается в том числе тем, что камень, который использовался для строительства, он перевозился с берега. То есть в этой местности камни не подходят для строительства замков. Поэтому перевозили из местных каменоломен, которые находятся на берегу. В Англии камни, они тоже имеют все свои сорта. То есть здесь камень называется Purbeck Stone, пурбекский камень. В других местах, например, есть такое место, называется Mendip Hills, там есть Mendip Stone. То есть разновидности, получается, камней. У них разная твердость, разный цвет. В общем, да простят меня геологи, потому что им виднее, но, в общем, они как-то отличаются, все эти камни. И поэтому деревни, которые построены из такого камня, например, здесь, визуально отличаются от деревень, которые построены там, в других областях Англии. Мы подошли к той самой части замка, которая была построена Иоанном. Называлась она Глориета. Дело в том, что король Иоанн очень любил этот замок, поэтому считал, что здесь нужно не только хранить оружие, но и жить в нем. Он вложил сюда огромное количество сил и денег и построил прекрасный дворец. Это было место, где проводились балы, где он принимал гостей. Здесь было самое шикарное убранство в Англии. Самые лучшие мастера создавали мебель для этих залов прекрасных, которых мы сейчас здесь не видим. Вот. Ну и так как время правления Иоанна было очень нестабильным, он прятался, в общем-то, здесь, в этом месте, проводил большую часть своего правления. Посмотрим, что осталось от этого прекрасного места. Если честно, осталось немного, но видны арки, да, колонны. Когда это все было, скорее всего, это было очень-очень красиво. Опять же, это какой век? 12-13, да? 13 век. Для 13 века это мощно. А на холме отдыхают коровки. Солнечных дней в Англии не так много, поэтому вся живность, и люди, и коровы, и другие животные, выходят на солнышко, отдыхают. Выползают из своих укрытий. У подножия замка находится деревня с одноименным названием Корф Касл. Ну или по-русски замок Корф. Совсем небольшая деревушка. Построена она была для работников и, скажем так, тех людей, которые обслуживали этот замок. Архитектура, видите, если вы посмотрите, дома построены из того же камня, что и замок. Я думаю, что все догадались, что когда замок разрушили, то местные жители просто взяли камушки и обустроили себе домики. Скорее всего, они были у них деревянные, они их сделали каменными. Растащили замок, да. Вот такие вот дела.
теперь можно рассказать про самую, наверное, трагичную часть в истории этого замка, и это про гражданскую войну. Когда началась английская гражданская война, этот замок принадлежал семье Бэнксов. И Джон Бэнкс, глава семьи, как только началась война, уехал в Лондон воевать за короля. В замке остались его дети и жена, а также несколько слуг. И так получилось, что эта область была захвачена парламентариями, и они начали осаждать замок. И несмотря на то, что в замке всего находилось 5 слуг, женщина, жена и несколько детей, они смогли эту осаду выдержать. В том числе благодаря тому, что были всякие потайные ходы, через которые им приносили местные жители продовольствие, оружие, была подмога, 80 человек подошло в один момент. То есть первую осаду они смогли еще выдержать. Спустя несколько лет была уже вторая осада. К сожалению, ту осаду они проиграли. В первую очередь потому, что офицер гарнизона, посчитав, что оборона она безнадежна и что смысла в этом всем нет, под предлогом того, что он идет искать подмогу, вышел за стены замка и провел нападавших через потайной вход в замок. Прямо в центр обороны, можно так сказать. Естественно, на следующий день, когда возобновилась осада, замок был захвачен изнутри уже. Но к чести нападавших надо сказать, что они отпустили гарнизон, отпустили леди Бэнкс и даже из уважения дали ей ключи от замка, чтобы они хранились у нее. Но, естественно, вы видите, что произошло после этого. После этого замок был полностью разрушен, так что ключи эти уже были ни к чему. После того, как в Англии была восстановлена монархия, а это произошло достаточно быстро после окончания английской гражданской войны, семье Бэнксов вернули этот замок. Именно вот в таком состоянии. Сказали, вот, пожалуйста, ваш замок вам обратно. Забирайте, живите. На что они сказали большое спасибо и не стали здесь больше жить, а построили себе отдельный особняк, называется Кингстон-Лейси, очень красивый, неподалеку. А замок был, скажем так, в их владении, но ничего с ним они не могли сделать. И спустя, получается, уже 300 лет, в 1981 году, один из последних представителей семьи Бэнксов, умирая, передал этот замок Англии, завещал его Национальному фонду, который следит за историческими и культурными памятниками. И с этого момента этот замок стал открытым для публики. За ним следят, как видите, здесь все очень аккуратно. Его следят за ним, чтобы он не разваливался, занимаются археологическими и реставрационными работами. Поэтому именно благодаря этому последнему члену семьи Бэнксов мы смогли его сегодня, этот замок, посетить и вам про него рассказать. Вот такие вот дела. Конечно же, каждый из нас хотел бы увидеть, как этот замок выглядел в прежние времена. И, к счастью, в очень многих английских деревнях есть такая вещь, как Model Village. По факту это мини-модель деревни или местности. Вот. И мы здесь не были. С удовольствием зайдем, посмотрим. Говорят, здесь у них волшебная мельница. Кидаешь монетку, как всегда, бесплатно ничего не бывает, и загадываешь желание. И непременно сбудется. Ну и, конечно же, как в модельке деревни не сделать модельку деревни в деревне? Модельку модельки в деревне.
Еще по очень интересному стечению обстоятельств в этой деревушке находится самая маленькая ратуша в Англии. Вот этот дом перед вами, это не просто дом, это ратуша. И причем самая маленькая в Англии. Внутри написано, что есть музей, но музей на какой-то реконструкции, поэтому не судьба. Но интересно. Табличка вот есть. Друзья, но мы решили снова объявить небольшой конкурс. Если вы знаете о каком-то замке Англии и Великобритании, может быть, из уроков истории, может быть, из фильмов или мультфильмов, пишите название этого замка в комментарии, расскажите, с чем он у вас ассоциируется или какая история с ним связана. Неважно, жуткая или забавная, пишите опять же в комментариях, а мы выберем самый интересный из них и, конечно же, постараемся в этот замок съездить и вам его показать. И, конечно же, небольшой приз от нас. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем нашу небольшую прогулку. Надеюсь, вам всем было интересно. До новых встреч! До новых встреч, удачи! Пока!